Здравствуйте, друзья! Сегодня мы находимся на проекте Dusit Grand Park 2. Здесь есть несколько квартир, которые вы можете арендовать благодаря агентству Hi-Rise Property Pattaya. И еще этот проект вызывает у меня некую ностальгию, потому что я здесь когда-то жил, поэтому знаю его очень хорошо. Что же касается инфраструктуры, давайте начнем с нее. Этот проект состоит из 5 зданий, вдоль которых находятся огромные бассейны. В 2 бассейнах находится джакузи. Здесь есть 2 раздельных тренажерных зала с силовыми тренажерами и кардиозоной. Здесь есть сауны, здесь есть хамам. И вообще этот проект очень удобный, новый и очень комфортный для проживания. Давайте посмотрим. Друзья, давайте начнем с самого начала. Мы находимся у входа. Значит, что я хочу сказать сразу. Поскольку я жил в этом кондо, я знаю какие-то некоторые особенности. Так вот здесь, несмотря на то, что двери вполне неплохие, но немножко повышенная слышимость. Если вы, к примеру, проходите по коридору, вы можете слышать то, о чем говорят ваши соседи, если подойдете ближе к двери. На двери установлен смарт-замок, он открывается при помощи вот такой карты. Эта же карта нужна вам для того, чтобы попасть на территорию кондо, для того, чтобы зайти в ваше здание. И эта карта нужна вам, чтобы подниматься в лифте. Вы можете бесконечное количество раз нажимать кнопки, но до тех пор, пока вы не коснетесь определенной штуки в этом лифте, лифт никуда не поедет. Поэтому карту не потеряйте. Если вы ее потеряете, то, конечно, вы можете открыть этот замок при помощи ключа, и представитель нашей компании вам обязательно поможет, но лучше этого не делать. Здесь вас встречает достаточно удобная большая обувница. Что же касается планировок и интерьеров в этом кондо, то они абсолютно одинаковые, только планировки бывают зеркальными. Если вы зайдете в любую квартиру в этом кондо, вас будет встречать абсолютно одинаковый интерьер, который был предоставлен застройщиком. Это интерьер, который выполнен в таких бежевых тонах, это бежевые обои с такими темными под камень вставками, здесь под мрамор, какие-то золотистые элементы интерьера, и дополнено это все деревянными дверьми с, опять же, такими золотистыми вставками. Итак, давайте перейдем к кухне. Она белая, глянцевая, с золотистыми ручками под цвет вставок, которые вы видите на стенах. И хочу сказать, что вот этой рабочей поверхности вполне достаточно для того, чтобы что-то готовить. Здесь, поскольку это квартира, которую вы можете арендовать, я всегда рассказываю о том, что есть уже, для того, чтобы вы понимали, что нужно докупить, а что есть в наличии. Так вот, здесь есть чайник, здесь есть тостер, микроволновая печь и вытяжка. Вытяжка очень хорошая, и мне нравится, что эта вытяжка уходит прямо в шахту, она очень мощная. Это не угольные вытяжки, которые, мне кажется, абсолютно бесполезными. Она достаточно мощная, если вы будете готовить, то вам, соответственно, никакие запахи не будут распространяться ни в квартире, ни куда-то к соседям. Варочная панель с 2 конфорками. И я уже посмотрел, здесь находится хороший набор ложки, вилки, какие-то лопатки, приспособления для того, чтобы готовить. Здесь есть хороший набор тарелок, они выполнены в таком нежном розовом цвете. Мне кажется, это что-то наподобие Икеи. Набор большой, на 4-6 персон. Здесь есть какие-то дополнительные элементы, которые могут пригодиться вам в хозяйстве. И по поводу шкафов, они достаточно вместительные. Если вы будете что-то докупать для того, чтобы готовить, для того, чтобы вам было удобно, то без проблем сможете расположить все здесь. Здесь нет и просто не может быть физически никакой духовки, потому что для этого просто нет места. Единственное, что вы можете поставить сюда, если убрать, куда-то передвинуть тостер или чайник, к примеру, поставить на стол, здесь будет место для мультиварки, потому что для многих это важно. Многие готовят утром детям кашу или забрасывают продукты, чтобы готовилось все самостоятельно.
Давайте перенесемся в такую импровизированную столовую. Значит, этот стол, он деревянный, он поддерживает единый стиль этого интерьера и плюс 3 стула. Но вот что касаемо стульев, смотрите, они очень светлые, и поэтому на них надели такие чехлы, потому что стулья светлые, это не очень практично, тем более за столом, за которым едят, тем более если есть дети, да и вообще в принципе. То есть эти чехлы можно снимать, стирать. Рядом со столом расположена розетка. По мне, так это тоже очень удобно, потому что можно, как я уже сказал, переместить чайник или поставить какие-то другие приборы, заряжать телефоны, гаджеты, работать здесь, поставить там ноутбук, планшет, и будет очень-очень удобно. Что же касается самой гостиной, этот диван. Во-первых, он раскладывается. Это очень хорошо по какой причине? Потому что это квартира с одной спальней, и, соответственно, в одной спальне место спальных, 2. А здесь еще одно дополнительное спальное место, если к вам приедут друзья, если у вас есть дети, можете поселить их сюда, и они будут с кайфом смотреть телевизор и валяться на этом диване. Есть такой небольшой столик для того, чтобы можно было там, например, поесть, поставить какой-то напиток или что-то еще. И напротив этого дивана расположен смарт-ТВ. В этих квартирах во всех смарт-ТВ идут от застройщика, поэтому вы можете смотреть Netflix, можете смотреть там YouTube, все что угодно. Из таких не очень по мне моментов, вот, пожалуйста, кондиционер расположен прямо перед диваном. Если вы будете сидеть, он будет дуть куда? Ну, конечно же, прямо на вас. Хотя, конечно, можно эту штуку повернуть, можно такой поставить рассеиватель на этот кондиционер, и будет просто хороший микроклимат, но в целом вешать эти кондиционеры прямо перед местом, где ты сидишь или спишь, мне кажется, это немного странно. Еще несколько слов об элементах интерьера. Вот я хочу заметить, что я говорил об этом в одном из предыдущих выпусков, что в Таиланде практически везде очень плотные шторы. Вы можете вот так устроить ночь в своей квартире. Переходим к балкону. Он находится вот за этой шторой. Балкон небольшой, но такой достаточно компактный, удобный. На нем расположена стиральная машина и какой-то мешок, я так понимаю, для белья. И один важный момент. Эта квартира выходит не на бассейн, в чем есть определенный плюс, потому что иногда люди очень долго купаются, задерживаются возле бассейна, это может быть достаточно шумно. А здесь хорошо, птички поют, можете посмотреть. Несколько слов расскажу про санузел. Он достаточно большой. Мне кажется, это примерно 4 квадратных метра. Начнем с раковины. Многим очень понравится, что здесь есть зеркало с подсветкой, которое меняет цвет, во-первых, для того, чтобы наносить макияж, для того, чтобы как-то получше выглядеть. И еще одна прикольная штука – зеркало с нагревом, то есть оно не будет запотевать, когда вы будете принимать душ. Так вот, смеситель выполнен в таком же золотистом цвете. Очень классная вещь, здесь розетка. Розетка есть для того, чтобы сушить волосы феном, для того, чтобы подключать бритву, электрическую зубную щетку заряжать или что-то такое. Это очень удобно. Мне очень нравится этот массивный унитаз, он какой-то очень большой и прикольный. И такая же большая душевая кабина с золотистой фурнитурой и 2 лейками. Обычная лейка и тропический душ. Мне кажется, что эта ванная комната, она прям как в хорошем дорогом кондо. Слушайте, ну и вот эта сама душевая кабина, она действительно очень большая. У нее, значит, стеклянная перегородка, стеклянная дверь. На двери расположена такая вот ручка, чтобы можно было повесить полотенце, никуда за ним не тянуться. И сама эта фурнитура золотистая, очень большая лейка тропического душа. Ну, мне кажется, что прямо вот это все выглядит очень достойно и хорошо. Давайте, наконец, перейдем к этой спальне. У нее есть некоторые особенности. 80%, на мой взгляд, этой спальни занимает кровать. Это не совсем удобно, потому что там не очень удобно ходить. Но есть один момент. На нашем канале есть выпуск про Pristine Park 3. Это проект, который сейчас строится от того же застройщика, что построил Дусит. Так вот, в этом проекте они пересмотрели, немножко переработали концепцию пространства, и, сделав кровать немного поменьше, они сэкономили огромное количество места, и выглядит все совершенно по-другому. Вы можете посмотреть видео об этом проекте прямо здесь. Вернемся к нашей квартире. У этой большой кровати есть несколько комплектов постельного белья. Здесь есть мягкое изголовье. Напротив кровати расположен смарт-ТВ с Netflix, YouTube и всем остальным. И вот этот момент, когда здесь висит кондиционер прямо над кроватью, ну,
по-другому тут просто не бывает. Несмотря на то, что этот шкаф выглядит не очень большим, внутри он очень вместительный, там есть ящики, там есть вешалки и штанги для того, чтобы повесить какую-то длинную одежду. И рядом находится такой небольшой, но очень удобный туалетный столик с выдвижным ящиком, большим хорошим зеркалом, здесь есть розетки, выключатель. В общем, для небольшой семьи эта квартира прям само то, потому что все достаточно удобно, при этом достаточно компактно, но я бы сказал, что места здесь достаточно много. И все это вы можете забронировать по ссылкам, которые находятся в описании к этому видео в агентстве недвижимости High Rise Property Pattaya.